Всем привет! Определилось будущее московского завода Renault, и вы не поверите. Мэр Москвы заявил, что большая часть персонала будет сохранена, а продукцией станут автомобили под брендом «Москвич». Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. О перспективах московского завода Renault сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Как известно, сегодня утром группа Renault объявила о продаже отделения Renault Россия, а также контрольного пакета акций АвтоВАЗа. Новым обладателем является федеральное государственное унитарное предприятие НАМИ. Вскоре после этого глава российской столицы сообщил, что большая часть персонала завода Renault в Москве и у его смежников будет сохранена, а по продуктовой линейке предприятию есть стратегия. Цитирую Собянина. Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право. Но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Он добавил, что новым технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с ДВС, а в перспективе в производственный план добавятся электромобили. Сейчас, по словам мэра, правительство Москвы, Минпромторг России и КАМАЗ работают над локализацией производства максимального количества автокомпонентов. Более 100 лет назад предприятие, о котором идет речь, было основано как Московский автомобильный завод имени Ким. И начинал этот завод с производства автомобилей Ford. Затем на протяжении десятилетий он назывался сначала МЗМА, затем АЗЛК и выпускал легендарные москвичи. В 1990-х производство пришло в упадок, а с 1998 года завод под именем Автофрамос начал сотрудничать с Renault. В последние годы он назывался Renault Россия. Продукция была локализована на 70%. Последние основные модели – это кроссоверы Renault Captur, Arkana и новый Duster. Раньше, просматривая ролики с заголовками типа «Москвич вернулся», «Вышел новый Москвич» и так далее, у меня просто появлялась улыбка. Но сегодня власти могут взять одну из этих сказок и превратить ее в быль. Посмотрим, что из этого получится. Ну и обещанная мною шутка юмора. Бабка деду. Дети звонили. Извинялись, что летом не помогли с огородом. Просят что-нибудь передать. Дед, передай им привет. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Когда мы увидим в продаже новый Москвич? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, я верю в то, что все будет хорошо.